Где же все-таки купить вот такой вот КамАЗ-контейнеровоз? Это очень частый вопрос под моими видео. Ребят, я сейчас расскажу вам. Вот собирать модели автомобилей — это очень интересное и увлекательное занятие. Но сделать еще автомобиль похожим на тот, который, например, стоит у вас во дворе, либо автомобиль вашего соседа, еще интереснее. И сегодня я вам покажу модели из своей коллекции, которые подверглись небольшому тюнингу, так сказать, конверсии и доработки. Итак, представляю вам внимание первый экземпляр. Вот такая вот буханочка. Аварийная газовая служба. Такой вот интересный автомобиль у меня получился. Моделька это от компании Диагостини. Была обычная, чистенькая, но стала вот такой вот старенькой, грязненькой. Именно очень часто можно встретить такие именно автомобили, ездят по нашим дорогам. И, в общем-то, решил доработать и сделать. Нанес ржавчину, пыль. Все это наносится пигментами различными. Кстати, зеркала у меня, видите, с имитацией идут даже зеркала. Сделано это с помощью хромированного маркера. В общем-то, вот такая вот моделька получилась. Будет много моделей, я вам покажу. А вы пишите потом комментарий, какая модель вам больше понравилась. И вообще вы делаете такое, либо вам больше нравятся чистые, аккуратные модели. Чистые, аккуратные у меня тоже есть, но такие тоже довольно-таки интересные и необычные получается. Отставляем его в сторону и пойдемте дальше. Такие автомобили уже, наверное, не встретишь на дорогах, но когда-то еще в начале появления этих магазинов они были именно такими. Итак, представляю вашему вниманию вот такой вот МАЗик Магнит. Здесь это не декали, это было распечатано по размеру, наклеено. Кстати, шторки внутри также сделаны из бумаги, также распечатаны. Это делалось еще в то время, когда я не дошел до декалей. Декали намного лучше, они не отклеиваются, а вот бумага это может отклеиться. Спереди сделаны лабрикены, сделаны вымпелочки. И повторюсь, все это сделано, ребят, из бумаги. Антенна здесь, кстати, сделана из проволочки тоненькой. А вот на вот этой модели здесь антенка сделана уже из... отрезал от щетки, такой обычный обувной. В общем, и приклеил. Она очень довольно-таки неплохо, тоненько, аккуратно смотрится, нежели вот эта вот металлическая. Все-таки она грубовата. Вот такой вот экземплярчик, мазурик. Как вам вообще? Конечно, они ездили очень мало, МАЗы. В основном ездили, по-моему, МАНы, но это уже более такие современные наклейки, соответственно, другая была. Во-вторых, они были обычно спаренные, большие, но такие, повторюсь, были в самом начале развития магазинов. Здесь вот смотрите, у меня надпись «Грязный танк в бою не видно». В общем-то, это все чисто бумага, распечатанная на принтере. Передний номер у меня потерялся, номер также сделан из бумаги, а передний номер где-то отвалился. Вот здесь вот у меня, кстати, номера валяются какие-то. В общем-то, может быть, найду, приклею. И следующий из этой же серии идет. Это вот такая вот пятерочка. Вот ко мне конкретно в город вот приезжал именно вот такой вот зилок. Пишут, что не было. Ну, в разных городах по-разному. Вот у меня приезжал такой вот зилок. Привозил, я помню, мороженое, еще что-то. По-моему, даже у него не было надписи «пятерочка». Но, тем не менее, именно вот такой вот ЗИЛ приезжал ко мне в магазин «Пятерочка». Поэтому я его и сделал. Здесь уже декали идут. Соответственно, вот, смотрите, вымпела сделаны. Даже не вымпела, а флажки это, да. Федор, имя. Это все декалечки. Декалечки намного поинтереснее. Это тоже декалечка идет. Тоже она довольно-таки поинтереснее. Все они у меня такие старые, грязные. В общем-то, вот сзади также надпись «Пятерочка». Номера. Номера, кстати, сделаны из бумаги здесь. В общем-то, вот такой вот экземпляр. Но по грузовикам, так по грузовикам. Давайте дальше покажу. Была у меня фура Ивеко. Не знал, что с ней сделать. И сделал вот такую вот интересную фуру группы Кино. Был на концерте группы Кино.
Думал, такие автомобили приезжают, ну, привозят оборудование, а нет, оказалось все довольно просто. Сейчас этого нету, сейчас просто приезжают фуры, которые наняты, например, и привозят оборудование. Ну, я решил сделать на современный лад, сейчас группа кино уже гастролирует опять. Ну, и вот получилось у меня вот так вот. Полуприцеп, не помню какой, вот полуприцеп вот от этой фирмы, а Scania... Не Scania и Века от компании XO. В общем-то, на нее есть полноценный обзор, там с тюнингом, как я это все делал. Можете отдельно посмотреть. Убираю ее в сторону. И да. Еще я сделал вот такую вот фуру. Шоу я Филипп Киркоров. Такую я конкретно видел. Помню, по-моему, в каком-то городе на площади стояли прям несколько таких фур, и вот так вот они выглядели. Это КамАЗ К5, там я не помню, какие были автомобили, но в целом я сделал очень похоже. В общем-то, все это декалечки, все это приклеено. Тоже обзор, если что, отдельный, кому интересно, все есть на канале, просто напишите там тюнинг фуры К5, я не знаю, там в поиске. Есть у меня еще вот такой дальнобойный мазурик. Видите, шторки по бокам остались. Поближе вам подгоню сейчас. Опа. А спереди ее нету, она отвалилась. Здесь тоже это все из бумаги сделано. Салончик данного МАЗа перекрашивался. Сейчас покажу вам. Вот. Красный цвет. Руль красился в красный цвет. Сцепки здесь не делал, ничего не делал. В общем-то, со сцепками тоже, ну, можно делать, но как бы сложновато. Следы эксплуатации нанесены, пыль по борту, соответственно, и вот сзади сделано вот таким вот образом. Long vehicle сделал, типа длинный брызговик. Ну, номер, соответственно, на полуприцеп. В общем-то, вот такой вот есть у меня дальнобойщик на МАЗе из Саратова, по-моему. Ну-ка. Да, саратовские номера прикрепил. Так, переходим дальше. Видите, как много у меня. Я сам уже забыл, что я делал. Сюда его ставлю в стороночку. Вот таким вот образом. Вот. Коллекция. На самом деле очень много проектов я делал в свое время. Нравилось мне, ну, как-то добавлять интересных следов в модели. Вот такая вот есть газель, которая типа, ну, рынок у меня был. И должна была стоять на рыночке. Вот такая вот газелька. Утеряно у нее зеркало, к сожалению. Девушки наклеены на боковиночке. Ну и номера. В целом больше ничего. И почему-то загнулись у меня брызговички тут. Опа. От компании Диагостини данная газелька. Ставлю ее сюда. Особо, видите, ничего не сделано, только номера вот и вот наклеечки по бокам. Все, и небольшие следы эксплуатации, там небольшая пыль. Смотрите, есть еще вот такой вот у меня. Опа. С прицепиком. Буханочка с прицепиком. Прицеп здесь уже приклеен, потому что сцепка сломалась. Антенночка сделана, следы эксплуатации, старый ржавенький такой автомобильчик получился. Сейчас я вам покажу спереди вид. Номера ульяновские. Но когда я выкладывал это видео, люди написали, очень прикольный аппарат, так сказать, получился. Ставлю его сюда, буханочки. Все, перекрыл вид. Поехали дальше. Также, конечно, есть у меня молодежный автомобиль, вот такой вот, который можно встретить на дорогах ваших городов. Это Жига, шестерочка, бункер, полностью тонировано. Вот так вот выглядит передняя часть, бампера нету, соответственно. Номера, здесь вот приклеено все это, распечатано, приклеена молодость, наклеечка. Здесь у нас на Жигулях боевая классика. В общем-то, покрашены диски. Это модель от Колорамы. Здесь как бы рабочая подвеска была. И она, видите, вот как бы заниженная может быть. Так вот прям. Ну, все работает, все ездит. Ставлю сюда. И есть еще вот такой вот интересный экземпляр. Это статичная модель. Это у меня тут
В общем, а-ля дым. В общем, вот так вот сделано. Покрашены фонари передние, фары. Надпись, наклеечки. Классика всегда в моде. Сзади вот такой вот выхлоп большой сделан. Вот это имитация дыма, да, типа она дрифтует. Сделана из синтепона просто. И снизу пришлось сделать вот так вот. Статичная моделька. Вот так вот она стоит. В целом, не знаю, как вам. Напишите мнение свое в комментариях. Ну и вот, соответственно, вот так вот валит боком дым. Вот так вот. Чуть-чуть многовато. Не помню, как я его правильно делал. Сюда. Говорили использовать что-то другое. Можно более похоже на дым. Но здесь тоже как бы она вот похожа. По сути. Вот, смотрите. Опа. Вот так вот. Покажу, если издалека смотреть. Вот такая вот семерочка. Сначала, кстати, не получился проект. Пришлось переделать. Здесь, кстати, поменены зеркала на современные даже. Взял от какой-то иномарочки. В общем, в принципе, запчасти можно брать от разных моделей. Здесь и диски стояли другие. Потом все пришлось переделать. Сделал вот такую вот. Это получилось лучше. А то сделал огроменные такие колеса. На них смотрелось не очень. А это вот как бы так прикольненько. Где же все-таки купить вот такой вот КамАЗ-контейнеровоз? Это очень частый вопрос под моими видео. Ребят, я сейчас расскажу вам. Вот, в общем-то, КамАЗик это от компании Автоистория. Есть такой же от компании ССМ. Отличается ССМовская модель более качественной деталировкой. Здесь, видите, грубые такие дворники идут. У ССМ это все тоненько из металла сделано. В общем-то, здесь я сделал следы эксплуатации, нанес на контейнер, соответственно, как положено, да, ржавый такой вот контейнер у меня получился. Кабина здесь, кстати, откидывается, и поворотный здесь передний мост идет. Здесь были ламбрикены спереди, шторки были. Это все, ребят, было на бумаге. Опа, снял кабину. Это было все на бумаге, и, в общем-то, это все отвалилось. В итоге остались только следы эксплуатации. Где купить? Можете, конечно, поискать это все дело в интернете, например. Соответственно, сейчас я его поставлю. Просто набирайте КамАЗ контейнеровоз, и вам высветится много сайтов, где можно купить такой КамАЗ. Это Автоистория, он в районе, может, сейчас стоит 6 тысяч, 5, может быть. Если брать с рук, можно, да, поискать с рук, можно купить такой КамАЗ. Может быть, ну, дешевле 4, я думаю, не найдете, скорее всего. Так, и либо от ССМ покупать. Вот я сегодня посмотрел, он стоит 9 тысяч рублей. Ну, клевый, классный от ССМ. Мне, конечно, нравится. Ну, более детализированно идет. Так, здесь у меня ушко отвалилось. Смотрите, сломалось, к сожалению. Надо поставить это. Аккуратно придется вклеить ее на место. И уже кабину не поднимать тогда. Так что вот, ищите, найдете. 100% такой КамАЗ найти можно. А мы двигаемся дальше и представляю вам одну, наверное, из первых моих тюнинг-моделей. Это вот этот МАЗик. Так, полуприцеп поставим. Здесь вообще ламбрикены сделаны из ткани, ребят. Вот так вот, прям настоящая ткань вклеивалась. Там спальник сделан внутри. Можно рассмотреть, там подушка, постельное белье, как бы. Подушку делал. Все это видос тоже есть полный, прям со всем разбором и что как делать. Ну, сегодня я вам просто показываю, какие модели у меня есть в тюнинг-версии. Здесь были сделаны еще сцепки. Сейчас я вам покажу, какие были сцепки сделаны. Сейчас я их снял пока. Вот такие мощные. Вообще, лучше всего я сейчас использую это... Ну, они, видите, толстые прям. Огроменные, смешные такие. Лучше всего использовать это старую зарядку какую-нибудь берете, там тоненькие проводочки идут, красный, синий, вот их сматываете на зубочистку там или еще куда-нибудь, и у вас получается отличные сцепки, их потом вклеиваешь и все. Полуприцепчик также сделан. Здесь, кстати, даже на самом полуприцепе настоящая грязь. Я тоже тогда только начинал тюнить и думал, что так можно. В то время я еще не знал, что есть различные пигменты, которые можно купить. Вот, например, такой вот
ржавчина, выглядит он. Вы наверняка, если смотрите видео, может тоже не знаете, да, что есть. Это все продается, стоит недорого. Вот так вот ржавчина выглядит. Ну, уже, наверное, некоторым хана пришла, некоторым ничего не будет, наверное, я думаю. Ну, порошочек тут просто. В общем, разные они всякие есть. Это как вот у нас называется? Пигмент, дорожная пыль. Наносим, и у вас имитация дорожной пыли, либо серозем. В общем, они разные, короче, пигменты. Я потом о них узнал и уже стал делать с пигментами. Но можно делать еще аэрографом. Это еще круче получается. Сейчас я вам покажу прям готовую модель, которую я купил. Прям именно уже, так сказать, заводской у нее тюнинг. Вот есть у меня вот такая газелечка. И она со следами эксплуатации. И это вот заводской именно тюнинг нанесен с помощью, я так понимаю, аэрографа. Я только приклеил сюда номера и все. А она вот такая была. Это модель от фирмы Наш Автопром. В общем-то, мебель, соответственно, это отдельно. Мебель не шла с ней. Но у меня она как грузоперевозка мебели. В общем-то, вот такая вот, видите, вот это вот заводской тюнинг выглядит так. Ну, как заводской, это конверсия от магазина, так сказать, мастер делал. Не своими руками, а вот именно мастер. И получилось очень четко. Мне очень нравится данная модель. Еще у меня есть вот такая газельчика «Дети». Здесь я делал сам. Ой, и многие писали, я прям на такой езжу газельки. Ну, сейчас уже нет, сейчас уже все обновили. А вот несколько лет назад очень много было таких газелек, которые возили детей в школу и из школы. Если у вас такая ездит, напишите комментарий, интересно посмотреть. Но сейчас я думаю, что уже новые пазики везде ездят. Вот это делал я уже конкретно сам. Здесь уже, видите, пигменты нанесены. Не знаю, даже можно отнести это к тюнингу или нет. Все-таки это диорама. В общем-то, диорама, заброшенная техника МЧС. В общем, вот такая вот газелечка. Это из китового набора Урал, который там просто собирают чисто профессионалы. Я даже не знаю, он из смолы идет, очень сложной сборки, поэтому и нашел место свое здесь. Ну, это, соответственно, ВИС. Вот такой вот. Ну, многие подписчики уже видели, да, эту диораму. В целом, кирпичики, колесики здесь. В общем, ну, такая вот, тоже, можно сказать, тюнинг моделей, только в диораме. Оказывается, у меня прям очень много тюнинг моделей, и они даже сюда не вмещаются на стол. Еще у меня есть две фуры, которые стоят на автобазе. Я, наверное, там их вам покажу, уже сюда не понесу. В общем, два вот таких грузовика МАЗ-КамАЗ сделаны. Этот с песком. Песок здесь настоящий, сделан с клеем ПВА. Кузовок откидывается. Конечно, можно было сделать побольше горку и накрыть, например, тентом. Такой вариант тоже как бы интересен, но я сделал вот так. И этот КамАЗ, кстати, публиковали в журнале КамАЗовском, в интернет-журнале, а может и не в интернет, не знаю, в общем-то, не знаю, понравился им. Следующий я сделал вот такой МАЗ. Видите? Тоже самосвальчик со следами эксплуатации, все дела. Здесь уже пигменты, и это, наверное, были первые модели, где я начал использовать, так сказать, пигменты, ну, учиться делать. Поэтому не все идеально, не все гладко, но когда вы постепенно, короче, делаете, все у вас приходит, так сказать, с опытом. Все приходит с опытом. КамАЗ. К КамАЗу поставлю, ну, очень много, посмотрите, уже сколько. Еще есть у меня Икарус, пазик. Давайте пазик сейчас вам покажу. Вот такой вот пазик есть. И здесь занавесочки сделаны из гофрированной бумаги. Ну, видите, и они приклеены просто на клей, бумажный, по-моему, для бумаги. Ну, видите, как происходит. Вот так вот. Здесь прям такая ржавчина смачная. В общем, ну тоже, да, одна из первых моделей. Это все, кстати, дело можно смыть вообще. Все это смывается, и моделька становится в обычном виде. Вот, кстати, если хотите, я могу провести эксперимент и превратить, например, из этого пазика обычный, красивый вариант. Наверное, не получится. Тут у него следы краски. Что-то я красил. Но попробовать можно. Хотя бы снять
шторки. И что я еще подумал? В общем, итак, видос получился уже длинный, да, большой. Давайте сделаем, если что, вторую часть. Я покажу вам, потому что моделей действительно очень много. Покажу вам вторую часть. Ну, если вы будете писать комментарии, снимай, да, я вам покажу вторую часть. Может быть, даже вместе с вами что-то подправим на видео, да, что-то переделаем. Поэтому жду от вас комментарии, жду от вас лайкосов, если нравятся такие видосы. В общем, вот показываю вам небольшую пока коллекцию тюнинг моделей. Но, повторюсь, есть еще, наверное, столько же. В общем-то, все, ребят. Вот такой вот сегодня видос. С вас лайкос, с меня видос. Всем пока и всем, конечно же, добра.